Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно, ведь если дело дошло до суда, то силы за человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом, предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом. Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии, а к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам, разделить между собой чемоданы с деньгами. Причем чемоданы не металлические, а самые настоящие. Их даже показали по российскому телевидению. Тем самым закону и справедливости в России указали на их место, и оно совсем не престижное. В суде их точно не найдешь. В общем-то, суд давно превратился просто в площадку, где гражданин только и может что произнести последнюю речь без, и эта фраза повторяется в моем обвинении сотни раз, согласования с органами государственной власти. Правда, для особо хитрых, злоупотребляющих возможностями судебных прений и последнего слова, придумали сначала закрытый суд, а потом и закрытый суд на территории тюрьмы. Тем не менее, нужно использовать любую возможность высказаться. И, выступая сейчас перед аудиторией 18 человек, 7 из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, которое называет себя государственная власть РФ, но и призвать вас сделать это вместе со мной. Почему бы и нет? Может, вы и надели эти маски, потому что опасаетесь чего-то человеческого, того, что у вас есть и может отразиться на вашем неприкрытом балаклавой лице. Например, тюремный надзиратель, который стоит сейчас за мной, по должности должен знать, какие мне предстоят суды. И вот я ему объясняю про еще одно уголовное дело и предстоящий процесс, про срок новый, который мне грозит. Каждый раз он кивает головой, закрывает глаза и говорит: «Не понимаю я вас и никогда не пойму». Должен же я попробовать ему объяснить. Вопрос, как поступать, главный вопрос человечества. Ведь все вокруг так сложно и так непонятно. Люди сбились с ног в поисках формулы правильного поступка, в поисках того, на что можно опереться, принимая решения. Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги – совесть и интеллект». Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги. Опираться только на совесть интуитивно правильно. Но абстрактная мысль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выродится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз. А вот опора на интеллект без совести, именно она сейчас в основе российского государства. Изначально эта идея казалась элитам логичной. Используя нефть, газы, другие ресурсы, мы построим бессовестное, но хитрое, современное, рациональное, безжалостное государство. Мы станем богаче, чем цари прежних лет. И нефти у нас так много, что и населению что-то достанется. Используя мир противоречий и уязвимость демократии, мы станем лидерами, и нас будут уважать. А если нет, то тогда бояться. Но происходит то же, что и везде. Интеллект, неограниченный совестью, шепчет: «Отними, укради». Если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась. И с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем. Я поступаю, как мне кажется, последовательно, без всякой драмы. Я люблю Россию.
Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит, и теперь снова говорит интеллект, будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, за честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России. Вам, может, сейчас кажется, что я сумасшедший, а вы все нормальные. Ведь нельзя плыть против течения. А мне кажется, это вы сошли с ума. У вас единственная Богом данная жизнь. И на что вы решили ее потратить? На то, чтобы надеть себе на плечи мантии, а на голову эти черные маски и защищать тех, кто вас еще и грабит? Чтобы помочь тому, у кого 10 дворцов построить 11-й? Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку, а потом гулять с этой собакой. И точно так же, для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Тех, кто ее хочет, кто ее ждет, и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения, понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея. И я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый. Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги. Это совесть и интеллект. И когда вам надоест подскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего.